Привет! С вами Хики. Всех ютуберов можно условно разделить на три части. Кто-то по разным причинам предпочитает не показывать свое лицо, ограничиваясь закадровым голосом. И тогда ему тяжелее пробиться. Если же удается, его изводят вопросами о внешности. Кто-то не стесняется дианониться, и о его творчестве узнают все знакомые и родственники. Что не всегда приводит к хорошим последствиям. А кто-то становится виртуальным ютубером, и сама личность блогера является объектом творчества. Есть художники, покадрово от руки отрисовывающие движения. Так называемые аниматоры. Или люди, которые занимаются машинимой, используя модельки из игр. На ютубе можно найти орков, говорящих уток, котов, собак и прочее в подобном роде. Но я решил поговорить об анимешных виртуальных ютуберах, потому что для меня они наиболее симпатичны, как для анимешников. В Японии случился настоящий бум на виртуальных анимешных ютуберов. Поклонники смотрят стримы с любимыми анимешными девочками, донатят им, как на родине аниме у них это наиболее распространено. Вышло и аниме на эту тему. Смотреть, впрочем, его невозможно без разжижения мозгов. Число ютуберов зашкаливает, но из-за отсутствия перевода смотреть их тяжело, да и они довольно однообразны. В топе обычно крикливая Кагуя Луна, любимая художниками на бордах. Милая большегрудая Шира, Мирая Акари, дизайн которой разрабатывал тот же человек, что придумал вокалоида Хацуни Мику и другие. Я выделил пятерку самых ярких по-своему, по интересу, который они вызывают. Это субъективное мнение, но постараюсь аргументировать. 5 Мими. Начнем с самого милого персонажа. На пятом месте Мими. Это Лоли-лисичка. Она отличается от остальных возрастом и ростом. Няшность просто зашкаливает. Ее огромные глаза, большие ушки, колышащиеся при движении, наряд, напоминающий кимоно и школьную форму, вызывают умиление. Лично мне она внешне нравится больше всех своей необычностью и яркими красками. Но есть у нее особенность. Только послушайте голос. なんで推奨するのかってことなんじゃけど、単純に今VR チャットはモデルの利用問題だとか、不正ツールの利用者だとか、ちょっといろいろとЕе отыгрывает взрослый мужчина и не скрывает этого. У многих возникает диссонанс. Хотя есть в этом и своя прелесть. Нормального перевода на русский язык нет. У контента нет особой тематики, но вначале автор рассказывает о разработке и своей обычной жизни в Японии, что мне было интересно узнать. Почему 5-е место? Если зайти на канал сейчас, то лисичку найдешь не сразу. Ютубер немного отошел от этого, и мне там смотреть больше особенно нечего. 4. Кизунаи. На 4-м месте прародительница направления Кизунаи. Самая узнаваемая и раскрученная даже в России. У нее есть своя история. По легенде, Кизуна — это искусственный интеллект. Хотя она и выглядит как девочка, школьница или айдол, но она неоднократно заявляла, что у нее нет пола. Контента очень много, но часть из него совершенно пустой. Участие в каких-то локальных японских конкурсах или бессмысленная болтовня. Есть рубрика с психологической помощью, но советы показались довольно циничными. Мне как Хики ее взгляд на мир не понравился. Еще у нее есть отдельный канал для игр, но играть выходит у нее плоховато. Периодически Ай выпускает синглы и клипы. Довольно приятные. Присутствует немного шуток на юрийную тему. Видимо, сказываются вкусы парней, которые ее создали. Кизуна немного сумасшедшая и немного странная. Она часто ведет себя глупо. Поэтому, когда я ее смотрю, то кажется тоже глупею. Мне нравится она как идея, но как личность не очень. Вначале выходил перевод и на русский язык в числе прочих, затем его почти не стало, но можно переводить субтитры самостоятельно. 3. Земля-чан. А это уже творение русскоязычных создателей. Многие слышали о мемах про хуманизацию Земли, хотя популярность их и спала. Земля очень милая и добрая. Ее голос приятно слушать. Он обволакивает и успокаивает. Внешность довольно стандартная, анимешная девочка в школьной форме, если бы не облачка над головой. У Земли спокойные и довольно интересные видео. Она рассказывает о новостях аниме и играх. Забегала на двачу, увиденное ее шокировало. Очень приятно, что русские создали что-то свое. Переводить не нужно и адаптироваться. Но идея персонажа как Земли в чем-то ограничивает. На мой взгляд, было бы интереснее, если бы это была просто девочка со своей личностью. Еще Земля-чан часто и надолго пропадает. В январе вышел трейлер о новом видео и новой внешности, но обновлений все еще нет. 2. Стеша. Стеша — это новая русскоязычная блогерша в анимешном стиле. При том, что она не хочет ограничиваться на аниме и стремится охватить различные темы.
Она рассказывала о своей жизни, работе, любимой музыке и блогерах. Рассуждала о жизни в провинции и на другие темы. Любит компьютерные игры. Брала интервью у других блогеров, затащив их в виртуальный мир. Стеша – самая активная виртуальная анимешная русскоязычная ютуберша. Несмотря на объем работы и ее качество, она часто выпускала ролики. Ее фишка – это легкая картавость, которая ее ничуть не портит. Внешность довольно приятная и физика сисек есть. Девушка бывает рисковата в выражении своего мнения, но это не отталкивает. Прямота может быть и плюсом. Стеша хорошо относится к ЛГБТ и защищает своих друзей, которых старались обидеть гомофобы. Темы контента не всегда нацелены на широкую аудиторию, но смотреть видео все равно интересно. Надеюсь, будет выходить много нового контента. 1. Планя Тян. Планя – это маскот анимешного сайта. Полностью русскоязычный проект с большой командой. Озвучка в нескольких голосах, присутствие 2D анимации и артов. Ролики трудоемкие и необычные. Никогда не знаешь, чего ждать в следующем. Развлекательный юмористический контент. У Плани есть свой яркий характер. Она очень милая, но бывает пугающей. У нее есть чувство юмора, цели, вкусы, хотя она, как и Кизуна, позиционирует себя искусственным интеллектом. Голос очень милый и нежный, что особенно заметно в каверах. Около полугода не было новых роликов, но, к счастью, Плани вернулась с новым видео, кавером и анимацией. Иногда ее видео не хватает сюжета и смысла, но это компенсируется увлекательностью. Надеюсь, со временем будет все больше новых русскоязычных виртуальных анимешных ютуберов. А вы как к этому относитесь?